Ну, допустим, мои музыканты, как меня спрашивают, для чего тебе детский царь? Я говорю, я хочу быть счастливым, и дарить свое счастье другим. Вот, потому как это возвращается. 2000-е годы в казанском роке были временем, когда очень серьезно заявлял о себе панк-рок. Самым известным же панком того времени был Фидаиль из группы «12-й маршрут». Добрый день, Фидаиль. Руслан, очень приятно наконец с вами встретиться. Ну, тема у нас сегодня про рок-музыку поговорим. То есть, вопрос первый, как сами-то вообще начали заниматься музыкой? В 2001 году пошел в музыкальную школу. Вот. И позже познакомился с рок-музыкой. А почему детский царь, кстати? В общем, это был такой период, мы там резко занялись электронной музыкой, то есть там гитара тяжелая, электронная музыка, проект назывался «Кашмир», и мы с нашим гитаристом пешком пошли по мосту на метро, и было холодно, и я почему-то стал напевать «Детский царь, детский царь». Вот, а гитарист ходил с таким плеером, и так как я постоянно хожу, что-то напеваю, вот, и он напевает, вот, поддерживая меня, чтобы я дальше что-то там ходил, пел. Кнопку рек нажимал, в общем, и записывал все наши такие творческих походы. И через месяц говорит, а может переназовемся «Детский царь». Если знать, куда бежать, значит помнится земля. Каждый вечер нам копать, подсказывает, где мало. Сегодня сам тобой, но сегодня ты не один. Мы себя не берегли, убегая от земли. От себя мы не ушли, улетая от земли. Нас должны найти, мы бегущие огни. Улетаем от земли, улетаем от земли. Рок-музыка, а почему тогда панк? До 2003 года даже не было и мысли о том, чтобы играть панк-рок. Но у меня в 2002 году не стало отца, вот, и ситуация непростая. И, возможно, какие-то молодые мои мысли черпали силы для жизни, для продолжения своего музыкального пути вот именно в этом направлении. То есть, получается, 2001-2002 год это появление группы «12-й маршрут». Я правильно понимаю? 12-й маршрут появился в школе еще в 2001 году, да. А переход на панк-рок это уже после 2002 года. А почему 12-й маршрут? Мы часто ездили в центр на 12-м троллейбусе с Павлюхина, с остановки Павлюхина, сейчас филармония. Нашему другу Андрею, который играл в группе Плацдарм и Перламутр ВА. Вчера мы его похоронили. Последняя попытка. Вообще про музыку-то. Первый 12-й маршрут, насколько я помню, он же там даже местами могли даже без гитары, что ли, выступать. Или что-то было такое. То есть там музыкальные инструменты были такие своеобразные порой, да? Ну как, нам не важно было вообще, как играть и что играть. Всегда был материал,
иногда не настроены гитары были, да иногда просто невозможно было их настроить из-за того, что они физически находились в таком состоянии, что их нужно было просто ремонтировать, а это не было в интересах. Вот. Мы хотели просто выдавать свой огонь такой, сжечь, скажем так. Напалмом? Да, выдавать. Да. Ну, вообще, какой был состав инструментов у 12-го маршрута и по сравнению с ним у детского царя? Ну, у нас маршрут это всегда там максимум 2 гитары, бас-гитара, барабаны, все. А детский царь там уже флейта и скрипка, вот, и попозже уже синты. Даже если корабль горит, знаю, вернется, но тяжело. Ты посмотри, в небеса посмотри. Так, ну и 2000-е годы это у нас время, когда как раз, вот, наверное, самый расцвет панк-музыки в Казани. Ну, относительно. Но мы заметили, что вот таких команд, ярких, таких протестовых было мало, потому как мы сталкивались с различными формами гонения вот, со стороны разных там группировочных компаний. Вообще, можете какую-то историю вспомнить, например, когда это что-то происходило-то? Вот, допустим, мы тусовались, общались на таком месте, как Книга, в центре города она называлась Книга. Там были такие перила. Это где примерно? Это после обозначения нулевого километра с правой стороны, если прямо идти к Кремлю. Вот. Мы, допустим, вот шли, там к нам подходили, и начинали спрашивать, там, денежные средства. Да, вы кто вообще? Да. Там мы начали нам задавать различные вопросы, почему так одеты, или пойдем отойдем. Вот такого плана. Но мы уже к этому привыкли, и, допустим, я просто шел вперед. Самый, кстати, вот как описал бы панк? Панк-рок, панк на себя. Ну, вот в нашем случае, в случае 12 маршрута, это, конечно, был протест, это было такое волеизъявление, то, что нам не нравилось. То есть честность. Как честность, еще раз, да, как дальше что? Честность, энергия, молодость. То есть это панк-рок. Ну, наверное, да. Абсолютно. Я даже, не называл это панком. И, сейчас вот мне было бы все равно, на самом деле, как это называется. Я просто увидел, что вот эти вот ирокезы, вот эти цепи, шипы, мне это понравилось, и все, я это просто принял. Я мог также принять и металл там, и рэп, все что угодно. Летят на грех, они беспристрастно желают ягнят. Слепое сердце прикроет мех. Вполне логично, что дети мстят за каждый выдох отравленных слов, за все надежды опущенных рук, за грубость попыток получить любовь. Сегодня враг твой верный друг. Так, ну и, соответственно, 2000-е годы, самые, наверное, центровые места, вот какие были у панков? Ну, тут можно, наверное, напомнить. Арт-салон, что там у нас еще? Задворки. Задворки, зады. Да, что еще-то? Все, наверное, все. Иногда бывали клуб «Бонзай», да, на Даурской. Ну, самое центровое именно место именно для панков было какое? Арт-салон все-таки? Да, наверное, да. По большей части. Там еще был парк, мы в этом парке еще тусовались. Ну и в 2000-х годах арт-салон еще был такой интересный момент. Владимир Владимирович Шашорин у нас я в черный список как-то добавил. Да. Дело в том, что мы с кем-то поспорили, сейчас я его уже не помню, в том, что я смогу раздеться после выступления догола. Да, ну и человек проспорил, да? Человек проспорил, да, я разделся. Я футболку оставил, с надеждой, что она прикроет чуть ниже пояса.
И после выступления просто пошел забирать процессор со своей гитарой. Ну и вот, ну когда брал все это, естественно, все увидели. Вот, ну и в общем, после этого, да, 12 маршрут был внесен в черный список. Пустотели. Мы радуемся в трауре, мы снова проиграли. Страну, но ты мальчишка, маленький мишка, в руках говоришка, маленький мишка, но ты мальчишка, маленький мишка, в твоих руках жилая книжка. Вот. Ну, сам вкратце про каждую можешь сказать что-нибудь? Вот про, ну, свое видение, как бы ты бы описал эти места. Ох, сейчас трудно сказать. Ну, Тарцалон там, ну, как бы различный контингент был всегда. Но всегда различный контингент. Банзай, мы там частые гости были, постоянно выступали. Потому что всегда набивалось много людей. Вот. Задворки душно, потому что там подвальчик был, и всегда не хватало воздуха. Вот. И один раз нам там запретили выступать с ирокезом, я выступал в трусах. Даже так. Просто еще 2000-е годы, это же время такого интересного, скажем так, времяпрепровождения, когда панки со скинхедами, наверное, в самом таком конфликте были в это время. Да, были моменты, когда мы, конечно, от них бегали, потому что их было, ну, в разы больше, вот, и нам приходилось. Ну и там основное место Доверяться пересечения, так одно из было, это как раз Артсалон, наверное, да? Артсалон, ну, один раз вот нас держали в подвальчике вот за двор, нам говорили не выходить, то есть вас там ждут. Вот мы ждали, пока не увидели. Да, но это где-то до 2009 что ли, года продолжалось? Ох, нет, недолго у нас с ним были конфликты. Да нет, наверное. Вот лично у меня только один раз, да и то это, ну, очень слабо все прошло. То есть я не почувствовал натиск, скажем так. Как не хочется называть. Вот Хорошо, именно. а Детский царь все еще панковая группа? Ну, если брать энергию, то да. То есть энергия там такая, но теперь уже не хочется каких-то ярлыков, потому что в любом случае будут навешивать ярлыки, в любом случае будут стереотипы. Ну, как бы теперь уже это, ну, как бы другие стереотипы у нас, вот о нас. Поэтому панк-рок, он, наверное, все-таки остался как энергия. То есть, Кстати, вопрос. Вот межрасовый маршрут уже к какому году? 2009 уже прекратил свое существование? да, 12 маршрут в 2009 году перешел в «Детский царь». Детский царь. Да. Вопрос. Детский царь первый альбом уже, получается, выдал только в 2014 году. В 2009. В 2009, но там просто презентация почему 2014 год заявлена. Да, но 2009 был такой альбом, мы его быстро записали, быстро выбросили в интернет, мы дисков не делали. А 2014 уже был официальный «Волна». Волна, но при этом самый известный трек с альбома почему-то «Грибная культура», да? Ну да, потому что мы его играли постоянно, там она, ну, такая мелодичная, она как бы такая вирусная тема грибов. Большими замками людские огни угасают так быстро, отходы из мозга очередями открою дорогу удивительно чисто. Я в дикой землянке, куда же я влез? Грибная культура зовет меня в лес. Грибная культура зовет меня в лес. Грибная культура зовет меня в лес. Грибная культура, куда я залез? Первый альбом, который вы, ну, получается, как «Детский царь» вышел, это уже был панк, то есть на старом материале, то есть, или это было новое что-то? Ну это уже такой был,
ну, кардинально качественный такой переход уже. Гитару надо было чинить. Да, то есть мы уже, ну, у нас уже были нормальные, ну, более-менее нормальные инструменты, к которым мы уже более ответственно подходили, потому что панк-рок уже уходил, ну, все дальше от нас, то есть он, ну, от него только энергия оставалась. А, кстати, записывали, потому что и 12-й маршрут вы записывали, и, соответственно, «Детский царь». Вот где первый альбом записывали? Вообще, мы с маршрутом в основном писались по квартирам. Какой-то альбом вообще мы записывали, то есть мы поставили рядом с барабанами плеер, и барабанщик просто играл, а этот шум мы записали на плеер и решили, что это вполне достаточно для маршрута. У нас маршрут уже на компакт-диске получалось его как-то записать или так? Мы записывали, но потом просто переносили на диски с помощью компьютера. Ну, то есть со временем, да? Да. А «Детский царь» вот начали в 2009 году у группы «Феникс». Мы вот записывались в подвальчике театра. Вот. Ну, там такой, конечно, грязноватый, такой остренький, жесткий такой звук был. Вот. А в 2014 уже мы официально уже серьезно подошли, там на студиях писались, там сводились, все серьезно. Понятно, то есть знакомая дорога в центр. Но в итоге 12-й маршрут доехал до центра? Да, и не раз. Итак, друзья, какая-то группа? Не слышу, какая-то группа? Еще раз громче, какая-то группа? Итак, встречайте группу «Детский царь». Ну а 2010 уже сильно отличались от 2000-х? Там как по восприятию, то есть там когда по выступлениям? Да. То есть как стало более, скажем так, спокойно, либо панк стал успокаиваться? То есть именно среди, в отношении именно выступлений, в отношении аудитории? Ой, да я на это не смотрел, у нас было просто более интересное творчество, как я видел. То есть нам было интересно уже играть другую музыку, там другие настроения, другие впечатления, поэтому я уже не смотрел на стиль. Хорошо, а 2020-2021 как повлиял? Ну, дело в том, что, как бы резко бросили творчество где-то в 2018-м. Вот. Мы захотели отдыхать уже, какой-то своей жизнью жить, что-то для себя, что-то выбирать. То есть «Детский царь» на Божий свет вышел, получается, позже, когда? Мы общались, созванивались, там, встречались, джемили. Ну, наверное, 2023, наверное, мы начали, так скажем, проснулись, что-то вспомнили, переключились на новое творчество. В связи с чем тогда был возврат в 2023 году? Нам захотелось что-то новое делать для себя. Мы увидели какой-то потенциал свой, ну и поняли, что без творчества никак. Какие творческие планы? Не скажу, потому что... Что, секрет? Ну, потому что много что происходит в жизни у нас. Мы многое что для себя открываем, многое что для себя закрываем, создаем. И получается так, что если мы что-то рассказываем, это либо прекращается, либо надо поддерживать себя в том, чтобы это сделать, а потом и сам разочаровываешься, и разочаровываешь других, поэтому пока не скажу. Хорошо, что бы посоветовал тем, кто начинает? Делать свою музыку, независимо от того, нравится кому-то это или нет, и создавать с радостью это. Когда я родился, я видел нож, людей в халатах и таз в крови. Теперь лишь зрею молодежь, которую не вырвать от ремней. Кричу как крот, молю как слон, и словно мать готов рожать с опасной силой, где